Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить мягкий, не требующий пропитки, очень вкусный шоколадный торт, который готовится без яиц и без молочных продуктов. Готовится достаточно быстро и легко. Ингредиенты рассчитаны на торт размером 19 на 15 см, высотой 7 см и весом килограмм 500 грамм. Давайте приготовим. Кокосовое молоко надо заранее поставить в холодильник. Достаем кокосовое молоко из холодильника, не перемешивая, снимаем верхний слой сливки. Для приготовления крема потребуется 250 грамм кокосовых сливок. С одной баночки объемом 400 мл я снимаю 125 грамм сливок. Накрываем сливки пищевой пленкой и убираем в холодильник, пока будем готовить крем. Оставшиеся сливки перемешиваем с прозрачной жидкостью в банке. Из этого молока будем готовить и крем, и тесто. В кастрюлю вливаем 390 грамм кокосового молока. Высыпаем 150 грамм или 7,5 столовых ложек сахара, 50 грамм или 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Перемешиваем до однородного состояния, не взбиваем. Ставим вариться на плиту, варим на среднем огне, постоянно перемешивая лопаткой. Как только масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик, делаем огонь минимальным и постоянно перемешивая, доводим массу до кипения. Когда масса закипит, она станет густая, как пудинг. Снимаем массу с огня. В горячую заварную основу добавляем 65 грамм черного шоколада с содержанием какао 70%. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Накрываем пищевой пленкой в контакте и убираем остывать в холодное место. Заварную основу надо остудить до комнатной температуры. Пока заварная основа остывает, приготовим коржи. В чашу просеиваем 200 грамм или 10 столовых ложек пшеничной муки, 40 грамм или 4 столовые ложки какао. Добавляем 160 грамм или 8 столовых ложек сахара, 10 грамм или 2 чайные ложки разрыхлителя для теста, пол чайной ложки соли. Перемешиваем. В сухую смесь выливаем 60 грамм или 7 столовых ложек растительного масла. Добавляем оставшееся кокосовое молоко, разведенное водой. В общей массе надо, чтобы получилось 360 грамм жидкости. У меня эта жидкость состоит из 160 грамм кокосового молока и 200 грамм воды. Перемешиваем до однородного состояния. Соберем тесто со стенок. Тесто получается жидким, оно такое и должно быть. Выливаем тесто на противень, засланный бумагой для выпечки. Равномерно разравниваем по всей поверхности. Размер моего противня 39 на 32 см. Выпекаем в заранее разогретой до 200 градусов в духовке 12-15 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой, прокалываем, если она выходит сухой, значит корж готов. Пересушивать его не надо. Сразу выравниваем и обрезаем корж со всех сторон по краю. Обрезки убираем, их можно при желании измельчить и посыпать ими бока и верх торта. Или просто съесть, они вкусные сами по себе. Делим корж на 4 равные части и даем ему остыть. Пока коржи остывают, доделаем крем. 250 грамм кокосовых сливок взобьем миксером до воздушного состояния. Заварную основу перед тем, как ее соединить со сливками, надо хорошо взбить миксером. Заварная основа должна быть комнатной температуры. На максимальных оборотах миксера взбиваем заварную основу, она должна стать мягкой и однородной. Далее в сливки будем постепенно вводить заварную основу и взбивать на максимальных оборотах миксера до однородного состояния. Добавляем ложку заварной основы и взбиваем до однородного состояния. Еще ложку. Опять взбиваем до однородного состояния. Так постепенно соединяем всю заварную основу со сливками.
Вот такой воздушный нежный крем получается. Выкладываем первый корж на тарелку. Устанавливаем разъемную форму с ацетатной пленкой. Делим крем визуально на 4 части. Выкладываем на нижний корж 1/4 часть крема. Равномерно разравниваем. Посыпаем крем измельченным шоколадом с содержанием какао 70%. Накрываем вторым коржом. Слегка придавливаем. Покрываем кремом. Посыпаем измельченным шоколадом. И таким образом продолжаем формировать весь торт. Накрываем третьим коржом, покрываем кремом, посыпаем измельченным шоколадом. Накрываем четвертым коржом, покрываем кремом, крем разравниваем. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Готовый торт достаем из холодильника и украшаем по своему желанию. Я посыпаю измельченным шоколадом. Освобождаем от формы и пленки. Торт прекрасно подойдет как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.